Дифференциал – это механизм трансмиссии, распределяющий крутящий момент двигателя между ведущими колесами. Он позволяет колесам вращаться с разной угловой скоростью на поворотах и неровных дорогах, обеспечивая их плавное движение без проскальзывания, что снижает сопротивление, расход топлива и износ шин. Друзья, всем привет! Это 5-я серия цикла «Эволюция узлов и агрегатов техники», и сегодня мы поговорим про дифференциал. Дифференциалы классифицируются по разным признакам. По назначению и расположению они бывают межколесные, между колесами одного моста, и межосевые, между осями в полноприводных автомобилях. По типу применяемых зубчатых передач различают конические, цилиндрические и червячные дифференциалы. По принципу действия могут быть свободными, без блокировки, самоблокирующимися, например, LSD или Торсон, и блокируемыми, с принудительной механической или электронной блокировкой. Межколесный конический дифференциал состоит из корпуса, сателлитов и полуосевых шестерен, которые соединены полуосями с ведущими колесами. Дифференциал легкового автомобиля обычно имеет два свободно вращающихся сателлита, установленных на оси, закрепленной в корпусе дифференциала, а у грузового автомобиля или колесного трактора 4 сателлита, размещенных на шипах крестовины, также закрепленные в корпусе дифференциала. Рассмотрим, как работает дифференциал. При прямолинейном движении по ровной дороге ведущие колеса одного моста проходят равные пути и вращаются с одинаковой угловой скоростью. Корпус дифференциала, сателлиты и полуосевые шестерни вращаются как единое целое. При повороте внутреннее по отношению к центру поворота колесо вращается медленнее, и вместе с ним замедляет свое вращение полуосевая шестерня внутреннего колеса. При этом сателлиты начинают вращаться вокруг своих осей. В результате ведущие колеса вращаются с разной угловой скоростью, что и необходимо при движении на повороте. Работа дифференциала характеризуется двумя фундаментальными свойствами. Первое. Сумма оборотов полуосевых шестерен относительно корпуса дифференциала во время его вращения всегда постоянна. Это принцип работы свободного дифференциала. Если одно колесо неподвижно, второе относительно дифференциала будет вращаться вдвое быстрее. Второе. В свободном дифференциале крутящий момент между ведущими колесами распределяется поровну. Если одно колесо находится на скользкой поверхности, для своего вращения оно требует минимальный момент. При этом второе колесо получает момент точно такой же. В результате колесо на скользкой поверхности буксует, а на сухой стоит и не может сдвинуть машину с места. История дифференциала начинается задолго до появления привычных нам тракторов или автомобилей. Конический дифференциал был изобретен в 1825 году французским инженером-механиком Анисифором Пикером. Свое изобретение Пикер установил на самоходную паровую повозку. Данный механизм позволил колесам вращаться на повороте с разной скоростью, повысив управляемость. Однако широко применяться в транспортных средствах этот механизм стал значительно позже, впрочем, настолько успешно, что используется до сих пор. Почти 50 лет спустя изобретением Пикера заинтересовался отец велосипедной индустрии, английский изобретатель Джеймс Старли. Он был первым, кто занялся массовым производством велосипедов еще в 1868 году. В 1870-х годах он разработал и запустил в массовое производство пенни-фартинги – велосипеды с очень большим передним и маленьким задним колесом. Особой популярностью пользовались его трехколесные велосипеды – трициклы, особенно среди женщин и пожилых людей. Но они имели один недостаток – их задние колеса были жестко связаны между собой. В 1877 году Джеймс Старли внедрил конический дифференциал на свои трехколесные велосипеды, значительно улучшив их управляемость и повысив удобство использования. В 1878 году французский инженер-новатор Амеде Эрнест Бале внедрил конический дифференциал на свой паровой автомобиль Ла Мансель. Таких машин было выпущено 50 штук. На автомобиле был установлен паровой двухцилиндровый 15-сильный двигатель. Привод был задний. Крутящий момент от двигателя передавался через специальный вал на дифференциал, а с дифференциала через цепи на ведущие колеса. При массе 1,8 тонн машина могла разгоняться до 40 км в час. Внедрение дифференциала позволило значительно улучшить поведение машины на дороге и повысить КПД трансмиссии с 60 до 80%. Одновременно с этим над своей машиной работал немецкий инженер
Карл Бенц. Его автомобиль имел 3 колеса, 2 задних ведущих и 1 переднее рулевое. Бенц выбрал 3 колеса, потому что в момент создания машины не мог решить проблему синхронного поворота 2 передних колес. А 1 переднее колесо делало рулевое управление максимально простым. Но оставался открытым вопрос, как заставить задние колеса на повороте вращаться с разной скоростью. В 1879 году Бенц добавил в конструкцию машины дифференциал. Его автомобиль приводился в движение одноцилиндровым двигателем внутреннего сгорания объемом 954 кубических сантиметра и мощностью 0,75 лошадиных сил. Передача крутящего момента от двигателя на маховик осуществлялась через коническую шестерню. От маховика через ремень вращение передавалось на шкив промежуточного вала, который выполнял функцию корпуса дифференциала. С дифференциала на колеса крутящий момент передавался через цепи. Машина была способна развивать скорость до 16 км в час. В 1888 году жена Карла Бенца, Берта Бенц, совершила на этом автомобиле первый в истории автопробег на расстояние более 100 км, отправившись навестить сестру. Интересно, что в те времена заправок еще не было, и топливо она покупала в аптеке. Путешествие Берты прошло хорошо, и сам автомобиль, и внедренный в его конструкцию дифференциал показали себя отлично. Еще одним разработчиком трансмиссии был француз Луи Рено. В 1898 году он сконструировал автомобиль Renault Type A, где впервые для легкового автомобиля с ДВС в качестве связующего звена между коробкой передач и задним мостом применил карданный вал. Эта схема быстро стала промышленным стандартом, вытеснив цепные и ременные передачи. Машина имела двигатель мощностью 1,75 лошадиных сил, передававший крутящий момент на 3-ступенчатую коробку передач. Далее карданный вал, дифференциал, полуоси на втулках и колеса. В начале 1900-х годов англичанин Фредерик Уильям Ланчестер усовершенствовал конструкцию заднего моста, внедрив шарикоподшипники вместо втулок, а также шлицевые полуоси и другие технические новшества, что значительно повысило надежность и долговечность трансмиссии. В 1913 году американский изобретатель Уильям Фредерик Мюль предложил использовать вместо традиционных конических шестерен червячные передачи. В 1914 году он получил патент на червячный дифференциал. В его конструкции вместо оси сателлитов были червячные шестерни, которые передавали крутящий момент на червячные сателлиты, которые через полуосевые шестерни передавали крутящий момент на полуоси. Такая схема обеспечивала перераспределение крутящего момента между ведущими колесами с возможностью их разной скорости вращения, как и в классическом дифференциале. Однако за счет одностороннего действия червячной передачи, когда одно колесо проскальзывало, часть момента автоматически передавалась на другое колесо, что уменьшало вероятность полного буксования. То есть дифференциал обладал эффектом частичной блокировки. Эта идея опередила массовое внедрение червячных самоблокирующихся дифференциалов типа Торсон почти на 60 лет, поскольку для начала 20 века такая конструкция была слишком сложной. Вслед за коническим появился цилиндрический дифференциал, однако точный его изобретатель неизвестен. Основным его отличием была передача крутящего момента между валами, расположенными не под углом, а параллельно, в связи с чем конические шестерни были заменены на цилиндрические. При этом работа цилиндрического дифференциала от конического не отличалась. Первые массовые применения таких дифференциалов трансмиссии начались в начале 1930-х годов на полноприводных грузовых автомобилях и тягачах. Их устанавливали для распределения крутящего момента между ведущими осями. Эти дифференциалы были надежными и хорошо подходили для эксплуатации в тяжелых условиях. Но, как и свободные конические, передавали крутящий момент на ту ось, которой вращаться легче. В 1935 году Фердинанд Порше совместно с компанией CF Friedrichshafen AG разработал кулачковый дифференциал. Кулачковый дифференциал, как и дифференциал червячного типа, позволял при проскальзывании колес перераспределять крутящий момент на колесо с лучшим сцеплением. Но в отличие от червячного, кулачковый дифференциал был дешевле и подходил для массового серийного производства. Такой дифференциал устанавливался на автомобиль Volkswagen Type 82. Внутри корпуса дифференциала размещались специальные элементы – сухари.
или плунжеры. На полуосях вместо традиционных шестерен были установлены кулачковые обоймы с профилем в виде чередующихся выступов и впадин. При возникновении разницы скоростей между полуосями, например, при пробуксовке одного колеса, сухари перемещались в пазах корпуса, заклиниваясь между выступами кулачковых обойм. Это частично блокировало дифференциал, жестко связывая корпус с полуосью колеса, сохранившего сцепление. В результате на колесо с лучшим сцеплением автоматически перераспределялось до 75% крутящего момента, что обеспечивало движение даже в сложных условиях. В 1950-е годы появились первые серийные образцы дифференциалов с фрикционной блокировкой, или LSD – Limited Slip Differential. В основе их конструкции лежит пакет фрикционных дисков, часть из которых соединена с корпусом дифференциала, а часть с полуосями. При пробуксовке одного колеса разница в скоростях вращения полуосей приводит к сжатию дисков за счет пружин или кулачкового механизма, что создает трение и частично блокирует дифференциал, перераспределяя крутящий момент на колесо с лучшим сцеплением. Одной из первых компаний, применившей такой дифференциал на серийных легковых автомобилях, стала американская Packard с фирменной системой Twin Traction в 1956 году. В конце 1950-х годов американский инженер Вернон Глисон разработал конструкцию самоблокирующегося дифференциала, получившую название Торсон от Torque Sensing, чувствующий крутящий момент. В его конструкции использовались винтовые шестерни, которые при разной нагрузке на колеса создавали сопротивление вращению и автоматически передавали крутящий момент на колесо с лучшим сцеплением. Хотя Торсон был спроектирован независимо, по принципу действия он во многом повторял решения, предложенные Уильямом Мюллем в 1913 году. В обычных условиях Торсон работает как свободный дифференциал. При пробуксовке одного из колес шестерни самоблокируется и момент передается на нагруженное колесо. Степень блокировки задается заранее через передаточное отношение, например 3 к 1 или 4 к 1. Массовое применение Торсон началось в 1980-х годах. Его устанавливали на Audi Quattro, Hammer H1, Jeep Wrangler и другие автомобили, где требовалась надежная и быстрая реакция трансмиссии. Благодаря своей эффективности, простоте и долговечности, Торсон стал промышленным стандартом среди механических самоблокирующихся дифференциалов. В начале 2000-х российским изобретателем Валерием Красиковым был разработан новый тип дифференциала с автоматической блокировкой – DAC. DAC – это симметричный механизм, где роль сателлитов выполняет шариковая цепочка, взаимодействующая со специальными винтовыми шнеками на полуосях. В обычном режиме DAC работает как свободный дифференциал, не создавая сопротивления повороту. Главное отличие – DAC реагирует не на разницу скоростей вращения, а на разницу моментов нагрузок на колесах. Когда одно колесо теряет сцепление или резко меняется нагрузка, ускорение или торможение, шариковая цепочка заклинивается в канале и происходит автоматическая блокировка. Это обеспечивает мгновенное и полное перераспределение момента на колесо с лучшим сцеплением. Данный дифференциал широко применяется в условиях бездорожья на автомобилях Niva, УАЗ, некоторых японских внедорожниках, например, Suzuki Jimny, а также на грузовиках КАМАЗ, МАЗ и Урал, где используется модификация DAC-G, адаптированная для тяжелых условий эксплуатации. На протяжении всей истории машиностроения инженеры стремятся решить фундаментальное противоречие дифференциала, обеспечить колесам возможность вращаться с разной скоростью и сохранить при этом оптимальное распределение крутящего момента. Описанные здесь примеры – лишь часть всего многообразия современных конструкций дифференциала. Ведь даже версии, разработанные в XIX веке, до сих пор не вышли из употребления и применяются в технике по сей день. В этом выпуске я не рассказал про принудительные блокировки, активные и электронно управляемые дифференциалы, спортивные LSD с настраиваемыми параметрами, вискомуфты, а также про механизмы в гусеничной технике. К ним мы еще вернемся в одном из следующих выпусков. На этом на сегодня все. Если видео понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые серии. Всем счастья, радости и любви. Пока!